Друзья, всем огромный привет! Я не раз в своих видео поднимал тему гармонии цвета, так как давно пришел к выводу, что одним из основных элементов, что делает фотографию гармоничной, то есть приятной для глаз зрителя, является определенное сочетание различных цветов. А в ролике по мотивам мастер-класса Ильи Двояковского мы с вами подбирали цветовую схему с использованием цветового круга Иттона, а потом эту цветовую схему применяли на практике при обработке фотографии. Для тех, кто не видел это видео, рекомендую посмотреть, подсказка будет сверху и в описании к видео. Тогда мне хотелось показать наглядно, как пользоваться цветовым кругом, и я посчитал, что самым удачным примером это будет делать метки кистью вручную. На практике, конечно же, я таким ручным методом не пользуюсь, и сегодня хочу поделиться с вами методом, который я немного автоматизировал, и те цветовые схемы, которые я использую чаще всего, я всегда имею под рукой в фотошопе, и именно в том формате, который мне удобнее всего использовать. Да, цветовой круг можно купить в виде картонной подделки, можно скачать приложение на смартфон, можно установить дополнительный плагин Photoshop, но мне это ничего не подходит по разным причинам. В том числе, что там много лишней информации, которая только мешает работать с цветом. Ну а картонка — это вообще смех. Не повезешь же ее с собой в путешествие, вложив между экраном и клавиатурой ноутбука. Итак, вот это все, что вы сейчас видите на экране, это все один файл Photoshop. Скачиваете его по ссылке под видео, а сейчас я покажу, как им пользоваться. Подробно про гармонию цвета я рассказывать не буду. Вы можете ознакомиться с этой темой в видеороликах по подсказке сверху. Сейчас мы с вами затронем только техническую сторону вопроса. Как пользоваться моим файлом и подбирать цветовые схемы для обработки фотографий. Итак, файл состоит непосредственно из самого круга Иттона. Справа у вас будут находиться подсказки с цветовыми схемами и различными сочетаниями цветов, как и восприятием их на зрителя в различных условиях. В окне со слоями в самом низу находится папка со всеми картинками. Вы можете скрыть их или использовать отдельно, перетащив на пустой слой и создав новый файл. Также здесь есть файлик сегмент, к нему мы вернемся немного позже. А сейчас давайте перейдем к слоям. Как вы заметили, они имеют название и обозначение разным цветом. Название слоев соответствует названию цветовых схем из верхней картинки. И если я включу глазик, какого-нибудь слоя, то на цветовом круге отобразится цветовая схема. И в зависимости от того, какие цвета присутствуют на моей фотографии, я могу подобрать цветовую схему и принять решение, какой цвет подвергнуть цветокоррекции, какой цвет усилить, повышая его контраст и насыщенность, а какой цвет скрыть, делая его менее насыщенным, чтобы он уходил на второй план и не влиял на наше восприятие. Для того, чтобы использовать цветовую схему, необходимо проанализировать фотографию. Выбрать, какой цвет в схеме будет основной, какие вспомогательные, какое количество цветов при этом будут в нашей цветовой схеме доминировать. Например, на моей фотографии 3 цвета. Желтый, фиолетовый и синий. Далее, чтобы задействовать цветовую схему, необходимо выделить необходимый слой. Например, трехцветная гармония. Сделать этот слой активным. Нажать сочетание клавиш Ctrl-T. В некоторых схемах центр смещен. Просто переместите центр вращения в центр, где соприкасаются углы треугольников. И теперь, если навести на угол фигуры, которая обводит эти треугольники, появится стрелка. И теперь схему можно вращать для того, чтобы подобрать лучшее гармоничное сочетание. Как я уже говорил, в моей фотографии присутствуют 3 цвета. Желтый, фиолетовый и синий. И они никак не вписываются в мою цветовую схему, как бы я ее ни крутил. Желтый, например, у меня основной, его больше всего. Но желтый я как-то не очень люблю. Может быть, вы тоже. Нет, он, конечно, имеет право быть на снимке, но в определенных сюжетах. Например, если он присутствует в одежде, или это цвет автомобиля, и цвет портить нам никак нельзя, я его, конечно же, оставлю. А если мой желтый это цвет заката, я его постараюсь сделать все-таки немного оранжевым, смешать с оранжевым цветом и получить желто-оранжевый цвет. Итак, я вращаю цветовую схему. Основной цвет у меня будет не желтый, а желто-оранжевый. Теперь 2 дополнительных цвета тоже сместились. И я, когда буду применять цветокоррекцию в меню Hue, то я сделаю следующим образом. Желтый цвет
передвину в сторону оранжевых оттенков и получу желто-оранжевый цвет. Синий передвину в сторону циановых оттенков, а фиолетовый в сторону малиновых. Таким образом я осуществил цветокоррекцию, применив свою выбранную цветовую схему. Аналогично вы можете работать с другими схемами. У меня здесь те схемы, которые я в основном использую. Отмечены они разным цветом, потому что схемы, которые отмечены зеленым цветом, более гармоничные, так как они не содержат в себе большое количество цветов. Красным выделены менее гармоничные схемы, но они тоже имеют право на существование. А вот схемы с большим количеством цветов, как, например, шестицветная гармония, я даже не отобразил и стараюсь такие схемы не использовать. Такие схемы применяются очень редко, и они создают ощущение хаоса, как, например, в фильме «Алиса в стране чудес». В некоторых сценах похожая схема используется как художественный прием. Итак, зеленый использую всегда, красный реже, остальные только тогда, когда необходимо определенное воздействие на зрителя. И вот мы подошли теперь к вопросу, как создать схему самому. Помните, в начале ролика я вам показывал файлик под названием сегмент. Итак, открываем папку, включаем глазик файла сегмент. Вот он появился здесь на цветовом круге. Я сделаю простую схемку, похожие цвета, состоящую из двух цветов. А вы по образу и подобию сможете сделать уже любую. Копирую файл сегмент столько раз, сколько будет цветов в моей схеме. Раз. Два. Исходник скрываю, его не используем, он пригодится в другой раз. Нажимаю Ctrl-T. Переношу центр вращения в угол треугольника. Вращаю сегмент. Жму галочку ОК. Теперь, зажав клавишу Shift, выделяю оба слоя новой схемы и правой кнопкой мыши выбираю команду Match Shapes. Оба сегмента сформировались в один файл. Теперь я перетащу его в нужное место. Два раза кликну на название и напишу свое. Enter. Правой кнопкой мыши поставлю цветную метку. Новая схема готова. На этом, друзья, все. Подписывайтесь, не забудьте поставить лайк и поделиться этим роликом с друзьями в соцсетях. Красивой вам цветокоррекции. До новых встреч!